Уважаемый госпожа президент, коллеги, приветствуем вас в Москве в рамках, как я понимаю, вашего первого визита в нашу страну после назначения на эту должность. Madam President, dear colleagues, I am happy to welcome you to Moscow as part of your first ever visit to Russia after your appointment to this post. Мы ценим вклад комитета в преодоление гуманитарных кризисов по всему миру, в оказании помощи жертвам вооруженных конфликтов и содействие соблюдению международного гуманитарного права. We appreciate the committee's contribution to overcoming humanitarian crises all over the world, providing assistance to victims of armed conflicts and assisting in upholding international humanitarian law. Мы вам желаем успехов в решении этих непростых задач на всех направлениях, географических направлениях, где работает комитет. We wish you every success in your endeavors wherever the committee is working. И наше сотрудничество с комитетом в последние годы динамично развивается. Мы давно и плодотворно взаимодействуем по гуманитарной повестке дня и в Сирии, и в Афганистане, в Карабахе, в других горячих точках, участвуем в добровольном финансировании ваших программ. The interaction between Russia and the ICRC has been dynamically developing in recent years. We have long been fruitfully cooperating with the Committee on Humanitarian Affairs in Syria, Afghanistan, Nagorno-Karabakh and other hotspots in the world. We also provide financial contribution to your operations. Прошлый год, безусловно, внес существенные изменения в нашу работу с Международным комитетом Красного Креста. Мы считаем, убеждены, что взвешенная и ответственная линия, которую комитет стремится проводить во всех регионах мира, важна и в контексте событий на Украине и вокруг нее. Naturally, last year brought about sufficient changes to our work with the ICRC. We believe that the committee's measured and responsible policy in all of the world's regions is equally important in the events in and around Ukraine. Мы считаем, что ключевое значение для сохранения атмосферы конструктивного сотрудничества будет иметь готовность Красного Креста действовать по украинским вопросам беспристрастно, используя свой уникальный гуманитарный мандат. We believe that the ICRC's readiness to act, including regarding Ukraine, impartially and using its humanitarian mandate will be of key significance to preserve the atmosphere of our constructive engagement. Долгие годы нашего сотрудничества с комитетом мы всегда с искренним уважением относились к этому мандату, ценили беспристрастный, деполитизированный характер вашей работы и никогда не злоупотребляли нашими отношениями с комитетом для достижения неких политических целей. Throughout these long years of our work with the committee, we have always respected the ICRC's impartiality and depoliticized approach in its work, and we have never abused our conflicts to our own ends. Мы рассчитываем, что и все остальные партнеры Международного Красного Креста, особенно ваши крупнейшие доноры, будут строго следовать такой же линии. And we are expecting all of your other partners, especially your largest donors, to adhere to the same principles. Я рассчитываю, что в ходе вашего визита, особенно в ходе нынешней беседы, контактов в Министерстве обороны, мы сможем обсудить наиболее актуальные проблемы, которые связаны с защитой гражданских лиц и задержанных военнослужащих. I hope that today's visit and today's discussions, as well as your upcoming contacts with the Ministry of Defense, will provide an opportunity to discuss the most relevant issues related to protecting civilians and detained servicemen. Подтверждаю приверженность Российской Федерации соблюдению норм международного гуманитарного права, включая, конечно, Женевские конвенции. Мы принимаем все меры предосторожности для защиты гражданских лиц и объектов. I reaffirm Russia's commitment to the international humanitarian law, including the Geneva Conventions. All precautions are being taken to protect civilians and civilian infrastructure. Но хотел бы вновь привлечь ваше внимание к вопиющим нарушениям международного гуманитарного права со стороны украинского режима, причем эти нарушения документируются, и с ними можно ознакомиться даже в соцсетях и
в других источниках информации в течение долгих 8 лет после государственного переворота, который произошел в Киеве в феврале 2014 года. At the same time, I would like to draw your attention once again to the blatant violations of the international humanitarian law on the part of the Ukrainian regime. These violations are very well documented. You can find the evidence online, including in social media and other web resources. For 8 very long years that have passed after the coup d'etat that took place in February 2014, this has been happening. Во многом то, что происходит сейчас, является результатом полного попустительства со стороны Запада, линии киевского режима на саботаж своих обязательств по выполнению минских договоренностей, прежде всего путем предоставления специального статуса жителям Востока Донбасса. Вместо этого Донбасс подвергался ежедневным бомбардировкам, разрушалась гражданская инфраструктура, гибли мирные люди, и на это мало кто обращал внимание. Today's situation is a direct result of the complacency of those in the West who supported Kiev and Kiev's sabotage of its obligations under the Minsk agreements, especially when it pertains to providing a special status to the East Donbass. Instead, there were daily shellings of the Donbass, destruction of civilian infrastructure, and many civilians were killed. У меня нет никаких сомнений, что сотрудники МККК хорошо знакомы с этой историей, потому что практически на протяжении всех этих долгих лет ваши представители работали в Донецке и Луганске. I have no doubt that the ICRC is well familiar with this situation because throughout these long years, your representatives have been working in Donetsk and Lugansk. Мы ожидаем от комитета продолжения и интенсификации усилий по решению проблемы с посещением и обеспечением прав захваченных россиян, в отношении многих из которых украинский режим применяет пытки, другие бесчеловечные методы воздействия. We expect the committee to continue and intensify its efforts to visit and ensure the rights of the captured Russians. Many of them are suffering torture and other ways of inhumane treatment at the hands of the Ukrainian regime. При этом состоящие на службе киевского режима нацистские батальоны не стесняются выкладывать в сеть видео с теми зверствами, к которым они прибегают в отношении россиян, включая известное, печально известное видео с расстрелом безоружных пленных. And the notorious Nazi battalions that are active in Ukraine have no qualms about uploading videos online. Those videos contain various atrocities that they perpetuate against Russians, including the infamous video when Russian soldiers were executed. Активно поддерживаем ваши усилия по обеспечению доступа к военнослужащим, которые оказались в плену. Будем делать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить такой доступ к украинским солдатам. We support your efforts to ensure access to prisoners of war, and on our part, we will do everything within our power to ensure such access to Ukrainian prisoners of war. Так что буду заинтересован услышать ваши оценки тех процессов, в которых участвует МККК, особенно с учетом вашего недавнего визита в Киев. И, разумеется, будем готовы обсудить и вопросы нашего сотрудничества на других направлениях, в других регионах. I am especially interested in your assessment of the processes that the ICRC is involved around Ukraine, especially in the context of your recent visit to Kiev, and we are also ready to discuss the situation and the developments in other regions. Пожалуйста. Minister Lavrov, I thank you for hosting me today in Moscow, and I also thank you for the good wishes, as I assume the role as the new president of the International Committee of the Red Cross. And in that role, it is very crucial for me
that the channel of communication between my organization and the Russian Federation remains open and constructive. I can also reassure you that I will uphold the principles of neutrality and independence, and I will respect confidentiality wherever it is necessary to uphold these principles. I very much look forward to discussing critical humanitarian needs with you today and issues that concern both of us. As the ICRC President, I hear you, your commitment on upholding IHL, and I will myself work to advocate that all states adhere to their obligations under the Geneva Conventions. And I very much look forward to our meeting today. Thank you.